Всем привет! Вы на канале Вернита Вязание. Вы давно меня просили связать игрушку большего размера. И сегодня мастер-класс вот по такому кролику. Вяжется кролик спицами, как сам, так и одежда для него. У него двигаются нижние лапки, его можно посадить. Вот, верхние лапки просто пришиваются. Также у нас сзади имеется хвостик. На первый взгляд может показаться, что такую игрушку связать сложно. Но если вы умеете вязать спицами, вы с легкостью справитесь. Да, может быть, это займет какое-то время, но вы обязательно сможете связать такого же милого кролика себе или кому-то в подарок. Так что приступим к вязанию. Для кролика нам понадобится пряжа. Я использую Alize Baby Soft. Цвет у меня идет 115. Также в этой пряже есть вот такие оттенки. Более коричневый, молочный или белый. Их тоже можно использовать. Дальше нам понадобятся глаза для игрушки. Примерно диаметр у меня здесь 6-7 миллиметров. Дальше нам понадобится носик. Вы можете делать его сами. Это из легкого пластилина. Делается такой треугольник. Он потом застывает и можно его будет приклеить. Либо можно купить носик в магазине. Также нам понадобятся чулочные спицы 2 миллиметра. И любой наполнитель, который у вас есть, чтобы потом в итоге набить игрушку. Для головы на 3 спицы нам нужно набрать 9 петель по 3 петли на каждую. Итак, вот на такой небольшой конечек отматываем и набираем. На первой спице 3. 1, 2, 3. Берем следующий, подставляем. Также набираем 3. 1, 2, 3. Вытаскиваем из этих 2 спицы. И еще на третью набираем 3. 1, 2, 3. Здесь в конце делаем узелок. Замыкаем все это в круг. И нам нужно по кругу провязать 3 ряда лицевыми. Просто провязываем с первой спицы 3 петли. 1, 2, 3. Со второй провязываем 1, 2, 3. Переходим на третью и тут провязываем также лицевыми 3 петли. 1, 2, 3. И так еще провязываем 2 ряда лицевыми. В четвертом ряду мы будем делать прибавки. Первый мы вяжем лицевой. Далее будем делать прибавку. Прибавку можно сделать в виде накида, то есть просто вот накидываем от себя. Либо, как я, буду делать вот такую петельку. Вот я ее делаю и вот так утягиваю. Далее снова провязываем следующую петлю лицевой. И после нее делаем вот такую прибавку.
Провязываем третью лицевую и снова делаем прибавку. Теперь у нас на спице получилось 6 петель, то есть 3 петли лицевые и 3 прибавки. И также мы проделываем на второй и третьей спице. В общей сложности должно получиться 18 петель. Следующий 5-й ряд мы провязываем снова лицевыми. То есть нам нужно по кругу провязать 18 петель лицевыми. Там, где у нас была прибавка, мы ее провязываем лицевой. Вот таким образом. Также провязываем на второй и третьей спице ряд до конца. И лицевыми нам нужно провязать еще будет 4 ряда. Я еще провязала 4 ряда лицевыми. Далее в 10 ряду снова будем делать прибавки таким же образом. Через одну. Одна лицевая прибавка, лицевая прибавка. Все точно так же. Лицевую провязываем. Делаем прибавку. На спице получается 12 петель. В общей сложности должно выйти 36 петель. То есть мы прибавляем также на второй и третьей спице. Следующий 11 ряд вяжем по кругу лицевыми. То есть нам нужно провязать 36 петель лицевыми. Прибавку вяжем лицевыми. После того, как довяжете 11 ряд, нужно провязать еще 10 рядов лицевыми без прибавок. Итак, я довязала 10 рядов лицевыми, то есть закончила я 21 рядом. В следующем 22 ряду мы уже делать будем убавки. Убавки будем делать таким образом. Провязываем сначала 3 лицевые, потом 2 вместе лицевой и чередуем. Итак, провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Следующие 2 вместе лицевой. Если удобно, можно за задние стенки провязывать, либо за передние, не принципиально. Далее снова вяжем 3 лицевые. И снова делаем убавки, 2, провязывая 2 вместе лицевой. И так мы провязываем до конца ряда, делая убавки. В конце 22 ряда убавок останется в конце 1 лицевая, ее провязываем просто лицевой. Следующий 23 ряд просто провязываем лицевыми. Убавлять не надо в этом ряду. И так до конца ряда. В 24 ряду снова будем делать убавки. 2 провязываем лицевой, 2 вместе лицевой. И чередуем. Итак, 2 лицевые. 1, 2. Дальше 2 вместе лицевой. Снова 2 лицевые. 1, 2. 2 вместе лицевой. И так до конца ряда делаем убавки. В конце 24 ряда останется 1 петля, ее не сокращаем, просто провязываем лицевой. 25 ряд провязываем лицевыми, без убавки. И так до конца ряда. И последний 26 ряд делаем также убавки, провязываем 2 вместе лицевой и следующие 2 вместе лицевой, и так до конца ряда. То есть каждый раз убавляем. Провязываем 2 вместе лицевой, следующий тоже 2 вместе лицевой, следующие 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. Итак, вот я довязала 26 ряд до конца. На спицах у меня осталось 11 петель. Теперь нужно ниточку будет отрезать небольшую и переснять эти петли на эту нитку. То есть каким образом? Вот так вот мы берем, через петлю протягиваем и эту петлю снимаем.
Далее следующую переснимаем. Следующую. Так, с одной спицы сняли. И также снимаем со второй и третьей спицы. Я пересняла петли на ниточку. Нитку пока не утягиваем. В дальнейшем мы будем вставлять глазки. Вот, и потом уже набивать и в конце затягивать нашу голову. Но пока мы ее отложим в сторону и дальше приступим к вывязыванию туловища. Начинаем вязать туловище. На спицы нужно набрать 18 петель и распределить по 3 спицам по 6 петель на каждую. Итак, набираем. Делаем узелок. Соединяем вязание в круг и первый ряд вяжем лицевыми. Провязываем петли с первой спицы 6. Далее со второй и с третьей. И так до конца ряда. Далее продолжаем вязать ряды по кругу лицевыми. Нам нужно еще связать 9 таких рядов. Итак, вот я провязала всего 10 рядов лицевых. В следующем 11 ряду мы будем делать прибавки. Прибавки так же, как и делали мы в голове. Первый провязываем лицевую. Следующий прибавляем. Лицевая. Прибавляем. На спице у нас получается 12 петель. Также делаем на второй и на третьей спице. После прибавок на спицах всего будет 36 петель. И далее продолжаем вязать лицевыми ряды. Нужно связать 20 рядов лицевыми без прибавок. После того, как провяжете 20 рядов лицевыми, в следующем ряду будем делать убавки. Провязывать 4 лицевые. Далее 2 вместе лицевой и чередуем 4 лицевые, 2 вместе. Итак, первое вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее 2 вместе лицевой. Можно за задние стенки, так удобнее провязать. Снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее 2 вместе лицевой. И также делаем на второй и третьей спице. После того, как провяжете ряд с убавками, следующий ряд провязываем просто лицевыми. И так до конца ряда. Далее, после того, как провяжете ряд лицевыми, в следующем ряду снова будем делать убавки. Провязываем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее 2 вместе лицевой. И снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Переходим на вторую спицу. Провязываем снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой. И снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И также делаем на третьей спице. Провязываем 4 лицевые, 2 вместе, 4 лицевые. Следующий ряд провязываем лицевыми. Далее делаем последний третий ряд убавок следующим образом. Провязываем 1 лицевую, далее 2 вместе.
лицевая, 2 вместе. И так чередуем. Лицевая, 2 вместе. И так до конца ряда. И последний ряд мы провязываем просто лицевыми. Вот я довязала последний ряд лицевыми с 18 петель. И далее нам нужно отрезать небольшую ниточку и теперь все петельки переснять на эту нитку. Таким образом петельку снимаем, ниточку через петельку протягиваем и снова снимаем. И так нужно сделать со всеми петельками. Итак, вот я пересняла все петли на нитку. Нитку теперь нужно это утянуть, то есть подтянуть, чтобы не было вот тут вот у нас дырочки, и сделать узел. И далее вот эту нитку при помощи крючка нужно будет убрать вовнутрь. Ну, можно ее уже отрезать даже покороче. Вот такое туловище у нас получилось. В дальнейшем мы его забьем наполнителем. Но пока мы отложим его в сторону и далее приступим к вывязыванию лапок. Верхние лапки будем вязать на 2 спицах. На каждую нужно набрать по 5 петель, всего 10. Итак, набираем 2, 3, 4, 5. И на следующую 5 набираем. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вот так вот соединяем. Здесь делаем узел. То есть вот ниточка у меня здесь на ближней спице. Переходим на дальнюю спицу и вяжем лицевыми. Первый ряд. С одной спицы провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим на вторую и также провязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Таким образом продолжаем вывязывать ряды по кругу лицевыми. Нужно связать еще 11 таких рядов. Итак, вот у меня связано, получается, 12 рядов лицевыми. В следующем 13 ряду на каждой спице нужно прибавить по 1 петле, чтобы получилось 6 на одной и 6 на другой. Прибавку делаем вот таким образом. Петельку накидываем и утягиваем. Далее провязываем 5 лицевых. Все, переходим на вторую спицу и здесь делаем также прибавку. Вот петелькой так прибавили и провязываем 5 лицевых. Далее снова вяжем по кругу лицевыми. Получается, с 14 по 20 ряд включительно провязываем все ряды лицевые без прибавок. Итак, я провязала еще 7 рядов, закончила 20 рядом. Следующий 21 ряд будем вязать с убавками, провязывая 1 лицевая, 2 вместе и чередуем. Значит, первая лицевая, далее 2 вместе лицевой за задней стенки, снова лицевая, 2 вместе лицевой за задней стенки. Переходим на вторую спицу, также провязываем 1 лицевую, далее 2 вместе лицевой за задние стенки,
Следующая просто лицевая. Далее 2 вместе лицевой за задние стенки. Всего на спицах получается осталось 8 петель. Провязываем следующий ряд просто лицевыми. И он будет у нас последний. Мы его сейчас провяжем. Переходим на вторую спицу и оставшиеся 4 петли провязываем. Далее отрезаем ниточку, переснимаем все петли на эту ниточку. Далее затягиваем и делаем здесь узелок. Потом при помощи крючка убираем ниточку вовнутрь. Вот такая верхняя лапка у нас получилась. Вторая вяжется аналогично. Нижние лапки также будем вязать на 2 спицах. На каждую нужно набрать по 6 петель, всего 12 петель. Итак, набираем на первую спицу 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на вторую набираем 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Здесь делаем узелок, втаскиваем спицу, соединяем вязание и по кругу вяжем лицевыми. Нам нужно связать 7 рядов. Сначала с одной спицы провязываем 6 петель. Далее переходим на вторую и также провязываем 6 петель. Итак, я провязала 7 рядов. В следующем, на 8 ряду, нужно по одной петельке прибавить на каждой спице в начале. То есть мы вот делаем первую прибавку и провязываем 6 петель лицевых с первой спицы. Провязали, переходим на вторую спицу и в начале также делаем одну прибавку и провязываем 6 петель с второй спицы лицевыми. Далее провязываем еще 6 рядов лицевыми. Я провязала еще 6 рядов лицевыми, закончила 14 рядом. Следующий 15 ряд будем делать прибавки через одну петлю, 1 лицевая, 1 прибавка, и повторяем. Значит, первым провязываем лицевой и делаем прибавочку. Далее снова лицевая, прибавка, лицевая, прибавка. Так, продолжаем до конца спиц, переходим на вторую, и на второй делаем точно так же. После прибавок на каждой спице получилось по 14 петель, всего 28 петель. Далее продолжаем вязать ряды лицевыми. Нужно связать 15 рядов. Я провязала 15 рядов лицевыми. В следующем ряду будем делать убавки. Провязываем 2 лицевые, потом 2 вместе лицевой и чередуем. Итак, 2 лицевые, дальше 2 вместе лицевой, снова 2 лицевые, я для удобства перешла на 3 спицы, потому что петель уже много. Провязали 2 лицевые и снова 2 вместе лицевой. Я провязываю за заднюю стенку. Снова 2 лицевые, 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. Далее ряд провязываем лицевыми.
И так до конца ряда. В следующем ряду снова делаем убавки, провязывая следующим образом: 1 лицевая, 2 вместе лицевой, и чередуем. Лицевая, 2 вместе лицевой, снова лицевая, 2 вместе лицевой, и так до конца ряда. Итак, я довязала ряд убавок. Далее обрезаем нить и протягиваем эту нить через все петли, то есть переснимаем петли на эту нить. Вот такая нижняя лапка у нас получилась. Здесь ниточку мы пока не затягиваем, потому что через это отверстие мы будем наполнять ножку нашу. Далее у нас вот здесь вот внизу есть отверстие, и при помощи крючка мы сейчас его утянем. Если у вас не остался вот такой длинный кончик, да, то можно привязать просто ниточку, и при помощи крючка мы сейчас вот так вот обойдем. По краям, так вот протягивая нить вокруг, и потом это все стянем. Вот я обошла, теперь это все утягиваем, и здесь делаем узелочек. Вот, и при помощи того же крючка убираем нить вовнутрь. Все, мы ее спрятали. Вторая лапка вяжется аналогично. Вяжем ушки. На спице нужно набрать 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь делаем узелочек. Уши у нас будут вязаться поворотными рядами, в лицевых рядах лицевыми, в изнаночных изнаночными. Первый кромочный мы снимаем и вяжем первый ряд лицевыми. Последнюю я провязываю лицевой. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. И второй ряд провязываем изнаночным. Первый мы снимаем и вяжем изнаночными. Последний в изнаночном ряду изнаночная. Поворачиваем на лицевую сторону и в лицевых рядах снова вяжем лицевыми. Таким образом провязываем ряды. Нам нужно связать всего 30 рядов, то есть 2 мы уже провязали, еще 28 осталось довязать. Итак, я провязала 30 рядов, закончила я изнаночным рядом. В следующем 31 ряду будем делать убавки. Первую петлю мы снимаем, кромочную. Дальше провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Следом провязываем 1, 2, 3, 4 лицевые. Далее снова 2 вместе лицевой за задние стенки. И последняя у нас кромочная лицевая. Поворачиваем на изнаночную сторону. Изнаночный ряд просто провязываем изнаночными. Первую снимаем. И далее вяжем все петли изнаночными. Поворачиваем вязание на лицевую сторону. И здесь снова будем делать убавки. Точно так же первую мы снимаем. Далее провязываем 2 вместе лицевой. Следом провязываем 1 лицевая, 2 лицевая и 2 вместе лицевой.
И последняя у нас кромочная лицевая. То есть как бы мы сокращаем с боков. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Провязываем ряд изнаночным. Первый снимаем. Далее вяжем все петли изнаночными. Последняя кромочная тоже изнаночная. Поворачиваем на лицевую сторону. Делаем снова убавки. Первую мы снимаем. Дальше провязываем 2 вместе лицевой. И следом у нас идет снова 2 вместе лицевой. И последняя кромочная лицевая. Поворачиваем на изнаночную сторону. Провязываем изнаночными. Первый снимаем. И провязываем изнаночными. Провязали, поворачиваем на лицевую сторону, и осталась последняя убавочка у нас здесь в серединке. Первую мы снимаем кромочную и провязываем 2 вместе лицевой. И последняя лицевая. Вот у нас осталось 3 петли. Мы отрезаем здесь ниточку, перевернул на изнаночную сторону, и сейчас нужно вот эти 3 петли провязать 3 вместе изнаночные. Вот таким образом мы вот провязываем, при этом вытягивая нить. Вот так вот. И здесь делаем узелок. Все, вот такое ушко у нас получилось. При помощи крючка ниточку можно спрятать вовнутрь и там ее обрезать. Вот второе ушко вяжется аналогично. Вяжем хвостик. Набираем на спице 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем узелок. И вяжем лицевыми в лицевых рядах, в изнаночных изнаночными квадрат 10 рядов. То есть провязываем первый ряд лицевыми. Последний тоже я провязываю лицевой. Поворачиваем на изнаночную сторону. И изнаночный ряд вяжем изнаночным. Первый кромочный снимаем и провязываем его изнаночным. И нужно связать 10 рядов лицевыми в лицевых, изнаночным в изнаночных. Последний в изнаночном ряду провязываем изнаночный. И снова переходим на лицевую сторону и провязываем ряды. Итак, вот я провязала 10 рядов. Далее нужно будет обрезать ниточку, оставив небольшой такой вот конец, примерно сантиметров 10-15. И переснимаем сейчас петли на эту нить. Протягиваем, петельку снимаем. И так до конца все петельки переснимаем. После того, когда все петли будут пересняты вот на эту нить, дальше нужно при помощи крючка пройтись вот так вот по квадрату до этого конца. Пройтись следующим образом. То есть мы вот сюда вставляем крючок и протягиваем эту нить. Либо можно это сделать при помощи иглы, то есть ставить нитку в иголку и с такими стежками обойти, чтобы потом в дальнейшем стянуть этот квадратик в круг. Либо вот таким способом, как я делаю, то есть мы такими шажками проходимся по краям.
Итак, вот последний я делаю стежок, дошла до конца, и теперь вот это все мы стягиваем. Вот, распределяем. Вот такой круглый хвостик у нас получился. Здесь мы делаем узелок и фиксируем. Все, хвостик готов. Так, все детали у нас связаны. Осталось нам набить кролика наполнителем и приступить к сборке. Так, вот я набила одну ножку, это нижнюю. То есть я сюда вот поместила наполнитель и вот так вот руками еще сделала промежуток между вот наполнителями. Вот эту часть сильно не набивать, чтобы она была не круглая прямо, а вот такая немножко плоская. И вот здесь вот должен быть промежуток, вот, чтобы больше это на лапку похоже стало. Вот, дальше, где у нас вот ниточка была, и петли пересняты на нее, нужно потом вот это все дело утянуть. То есть вот. И здесь сделать узелок. То же самое нужно сделать и со второй ножкой. Верхние лапки набиваем не плотно. Я сюда добавила наполнитель только в нижнюю часть. Верхнюю часть наполнитель добавлять не нужно. То есть у нас тут вот должно быть более плоско. И в нижней части закругленно. И также делаем со второй лапкой. Дальше наполняем туловище плотно и придаем ему форму овала. Не круга, а овала, чтобы вот такая вот у нас типа шеи тут было. Вот. И достаточно здесь тоже вот должно быть все плотно. Потом, если у вас осталась нитка от набора, или же можно привязать ниточку и при помощи иголки или крючка обойти по кругу, как мы делали с хвостиком, и затянуть. Далее приступим к голове. Прежде чем ее набивать, нам нужно присоединить глазки. Вот мы вот так вот его складываем пополам, вот эту деталь. И вот от носика, примерно не доходя середины, вот здесь вот, нам нужно вставить глазки с двух сторон. С одной стороны и с другой стороны. Вот так вот должно получиться с двух сторон на одном уровне. У нас должны быть глаза. И далее приступаем к набивке. А вот эту ниточку нужно убрать вовнутрь при помощи крючка. При набивании головы старайтесь сразу формировать мордочку нашему кролику, да, чтобы вот она более фактурная уже была у нас. Не старайтесь набивать его прям сильно, чтобы не было такого шара. Вот. И в дальнейшем мы сейчас ее преобразим. После того, как вы закончите набивать голову, нужно будет ниточку вот эту, которая у нас оставалась, подтянуть и сделать узел. И при помощи крючка спрятать эту нитку вовнутрь. То есть так мы ее фиксируем, и потом мы убираем ее вовнутрь. Далее нужно будет взять белую нить. Я взяла нить Анна, то есть нам нужна достаточно плотная ниточка. В 2 нити сделаем ее. И сейчас ей будем оформлять глаза. Узелок на конце мы не завязываем, вставляем из-под низа мы иголку и выводим сбоку глаза. Так вот. Не дотягивая нить до конца. То есть вот здесь хвостик оставляем. И теперь примерно вот так вот прикладываем, как мы хотим, чтобы у нас глазик смотрел. Ну, как бы вот так вот. И вот сюда вставляем иголку и выводим в то же место, где и у нас исходит нитка, начало. И подтягиваем. Если одним стежком можете обойтись, можно один сделать, можно еще пройти, чтобы повиднее был белый контур под глазиком. Я еще вот решила сделать вот таким образом.
Все, вот мы оформили низ глаза белым. Дальше перехожу на второй глазик. Этой же ниткой вывожу иголку ко второму глазу. Там мешается. Вот. И примерно так же нужно сделать нам со вторым глазом. Вот такие глазки у нас получились. Дальше нам нужно немножко сформировать мордочку. То есть мы этой же нитью вставляем иголку под глазом одним и выводим другой глаз. И делаем вот такую как бы утяжечку. И еще раз проходим так. Не сильно, но подутягиваем у нас. Дальше мы проходимся вот так вот по кругу, по носику. Такими вот стежками. Обходим так носик. Вот эту ниточку уже можно обрезать, чтобы она не мешалась. Так, вот мы обошли по кругу и немножко стягиваем нашу мордочку. Вот. Дальше сюда мы приклеим носик с вами. Если у вас нет такого носика, как у меня, да, то можно его вышить розовым цветом. Вот у нас уже более-менее получается мордочка. Вот можно вот здесь еще чуть-чуть затянуть нам. Еще раз пройдусь за глазами. То есть вот сюда выведу нить. И утяну немножко вот с боков. Вот, как бы подтяну. Потому что у кролика есть такие щечки. Здесь немножко надо нам подтянуть. Вот. Ну вот почти у нас сформировалась мордочка. Нам нужно будет еще вот такой вот вышить ротик и носик, но это нужно уже взять другого цвета ниточку, темно-коричневую. На этом этапе ниточку убираем вот сюда, сзади головы. Ее здесь можно обрезать с этой стороны, и с этой мы отрезаем. Итак, вот я взяла коричневую нить подходящую, приклеила уже носик. И теперь делаем, нам нужно сделать полосочку вот такую и прямую. Мы вставляем вот сюда. Я вывожу прям к краю носика иголочку. Узел я здесь не завязываю, оставляю только хвостик. И по прямой делаю вот такой вот стежок. Вот сюда. И снова вывожу в это же место, где у нас край носика. Сильно не утягиваю, чтобы было видно вот эту полосочку. Дальше вывожу в край вот сюда иголку и делаю вот такой стежок. Вставляю иголочку сюда и вывожу в начало. То есть вот такая мордочка у нас получается. Дальше я иголку вывожу вот сюда. Если у вас более тонкая нить, можно 2 раза пройтись. То есть 2 стежка сделать. У меня достаточно заметная она, поэтому я сделала по одному стежку. Вот. Если мы сейчас подставим ушки, примерно
И уже у нас вырисовывается такая вот милая мордочка кролика. Сейчас одно ушко, второе. Теперь нам нужно вот эти ушки в этом месте сложить пополам. И вот где у нас глаза, сзади глаз, либо вот этой же ниточкой нужно аккуратно пришить, либо просто другой по цвету подходящей нитки пришить ушки. Ушко с одной стороны и второе ушко с другой стороны. Итак, я пришила ушки к нашей голове. Дальше нам нужно взять туловище и пришить к нему голову. Я оставила здесь ниточку, здесь сделала утяжку, то есть затянула туловище. И при помощи этой нитки я буду пришивать туловище к голове. То есть мы фиксируем голову. Обычно я вот таким методом поступаю. То есть я вставляю спицу, чтобы зафиксировать. Вот, мы зафиксировали голову. Можно даже две ставить, чтобы она не болталась. И при помощи иголки, то есть мы вставляем эту нить в иголку, по кругу стежками пришиваем нашу голову к туловищу. Итак, я пришила голову к туловищу. Дальше мы берем верхние лапки, фиксируем их на одном уровне. Можно зафиксировать так же, как и голову, при помощи спицы. И вот примерно в таком положении мы их пришиваем. Итак, верхние лапки я пришила к нашему кролику. Дальше будем приступать к пришиванию нижних. Нижние я не просто хочу пришить их, как верхние, а при помощи пуговицы, чтобы в дальнейшем у нас нижние лапки двигались, и мы могли посадить нашего кролика, ну, либо просто выпрямить их. То есть для этого я взяла такую же нить, вставила ее в иголку. Иголка должна быть длинная. И для этого еще нужно нам 2 пуговицы. Дальше во второе отверстие и выводим на другую сторону лапки. То есть нам нужно вот так вот зафиксировать. Зафиксировали. Теперь прикладываем ножку туда, куда мы хотим ее пришить. И также прикладываем вторую ножку. При помощи спицы я фиксирую наши лапки, чтобы они у нас были равномерно распределены. Симметрично, чтобы потом были. И далее беру иголку и протыкаю туловище и вывожу во вторую лапку иголку. Вот таким образом. Ориентировочно примерно в том же месте, чтобы вот где была первая пуговица, там должна быть вторая у нас вот симметрично. Все, спицы я убираю. То есть я вывела туда, куда мне нужно. Берем вторую пуговицу, продеваем ее через отверстие и вставляем во второе отверстие. И также протыкаем туловище, стараясь вывести иголку в пуговицу вторую на второй ноге. Вытягиваем нить. То есть вот мы зафиксировали. Смотрим, все у нас ли ровно. И вот видите, у нас уже лапки двигаются. И нужно сделать еще раз также. Вставляем снова в пуговицу иголку. И через счет туловища ее прокалываем. Стараемся найти место, чтобы сразу вывести в пуговицу. Вот она у меня иголка. Я ее сразу в пуговицу вывожу. И также мы ее вытягиваем. Все. Вставляем снова иголку в пуговицу в одной ноге и выводим через все туловище. Все, мы его вывели, зафиксировали. И теперь делаем оборот вокруг пуговицы.
делаем узелок вот такой вот. И еще раз можно так сделать, чтобы закрепить нашу нить. Все, мы ее закрепили, ниточку уже обрезаем. Итак, все лапки мы пришили с вами. Дальше нам осталась последняя деталька. Это хвостик. Его мы просто пришиваем сзади, примерно в этом месте. Итак, самого кролика мы связали, но я хотела бы дополнить его образ шапочкой и жилетом. Для этого нам понадобится пряжа двух видов. Шапочку буду я вязать из такой пряжи. Это троицкая пряжа, называется Фиджи. И для жилета нам понадобится пряжа пух норки в 2 нити и плюс еще дополнительная нить. Также нам понадобятся чулочные спицы 2,5 мм. Вы можете взять такую же пряжу, либо наподобие подходящей под спицы 2,5 мм. Для шапки на спицы нужно набрать 28 петель и распределить по 3 спицам. На первой я буду набирать 10 петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10. А на вторую и на третью по 9. Далее соединяем вязание в круг. И будем вязать по кругу резинку 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так чередуем, провязывая до конца ряда. И таких рядов резинкой нам нужно связать 20. Итак, я провязала 20 рядов резинки. Дальше мне нужно будет примерить шапочку на кролике. Я делаю подворот, потому что хочу, чтобы шапка была с подворотом. Так, берем кролика нашего и примеряем шапочку. То есть, в принципе, шапочка практически связана. Осталось связать примерно где-то сантиметра 1,5 высоту. И потом уже мы закроем ее. Буду я вязать уже теперь не резиночкой, а лицевой гладью. Также по кругу примерно 6-7 рядов я свяжу. Вы смотрите по своей голове. То есть, может быть, у вас, если вы набили более плотно, то она может быть даже у вас и побольше, и нужно будет больше рядов связать, либо наоборот. Итак, я еще провязала 10 рядов лицевой гладью по кругу. Вот. И теперь будем делать убавки, чтобы нам закрыть уже шапочку. Вяжем 1 лицевая, 2 вместе. И чередуем. Лицевая, 2 вместе лицевой. Снова лицевая, 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. Далее в следующем ряду точно так же делаем убавки. Провязываем 1 лицевую, 2 вместе лицевой. И чередуем. И так до конца ряда. После обрезаем нить, оставляя небольшой такой вот конечек. И переснимаем уже петли на эту нить. И далее будем утягивать нашу шапочку. То есть переснимаем все петли со спиц на эту нить. Далее затягиваем наши петельки и делаем узел. Все, наша шапочка готова. При помощи крючка убираем ниточку вовнутрь. Здесь ее закрепляем. Тоже узелком. Все, ее можно будет обрезать. И дальше попробуем примерить нашу шапочку на самом кролике. Все, шапочка у нас готова. Приступим к вязанию жилетки. Жилетку я буду вязать из 2 видов пряжи. Это белая пух норки и пряжа, которой мы вязали шапку. Понадобится нам
в меньшем количестве. Основная будет вязаться белой, а это будет вязаться резинка и узор у нас. Вязать я буду на спицах 2,5 миллиметра. Будет вязаться отдельно перед и отдельно спинка. Ничего сложного, мы свяжем просто 2 полотна переда и 2 полотна перед и спинку. Вязать будем поворотными рядами туда-обратно. И потом в конце просто мы сошьем, оставив вырезы для у нас передних лапок. Приступим к вязанию жилетки. Начнем вязание спереда. На спице нужно набрать 22 петли и начать вязать резинку 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Первую кромочную мы снимаем, то есть мы ее не вяжем в резинку. Дальше вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, продолжаем вязать до конца ряда. В конце будут 2 изнаночные и последнюю кромочную ее нужно провязать изнаночной. Ну и далее поворачиваем вязание и продолжаем вязать. Первую кромочную мы снимаем и вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Так мы провязываем 5 рядов. Итак, я связала 5 рядов. Дальше нам нужно присоединить белую нить к вязанию и продолжить вязать белой ниткой. Фиолетовую ниточку мы не обрезаем, она потом нам еще пригодится. Вяжем лицевыми в лицевых рядах, а изнаночными в изнаночных рядах. Первую кромочную мы снимаем и дальше вяжем ряд лицевыми. И так до конца ряда. Далее поворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем ряд изнаночными. Первую кромочную мы снимаем. Провязываем изнаночными. И так до конца ряда. Далее провязываем снова ряд 1 лицевой и 1 ряд еще изнаночный. Итак, провязываем у нас 4 ряда белой пряжи. Дальше мы будем вывязывать орнамент елочку. Елочка у нас будет фиолетового цвета и фон белый. Для симметрии узора нам нужно в начале, первую вот мы снимаем, и сделать одну прибавку. Вот таким образом мы прибавим петельку и начнем вязать лицевыми. Нам сейчас нужно провязать 7 петель белой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее берем фиолетовую пряжу, не натягиваем сильно и вяжем 2 петли фиолетовым цветом. Снова берем белый, провязываем 1 петлю белого цвета. Далее берем фиолетовый, то есть вот так вот здесь должно быть не сильно натянуто, чтобы у нас в дальнейшем елочка не стянулась. И провязываем еще 2 петли фиолетового цвета. 1, 2. И остальные петли до конца, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель, провяжем просто белой нитью, лицевыми. Последняя кромочная, я ее провязываю лицевой. Далее поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Следующий изнаночный ряд, первый кромочный мы снимаем. Далее вяжем изнаночными 7 петель белой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Фиолетовую нить и провязываем 7 петель изнаночными
фиолетовой нитью. Тоже не натягиваем здесь. Берем снова белую нить и провязываем оставшиеся петли белым цветом, изнаночными. Также не натягиваем ниточку, свободно делаем ее. И до конца вяжем белой нитью. Кромочная, изнаночная. Поворачиваем на лицевую сторону. Следующий ряд, первый кромочный, мы снимаем. И далее вяжем белой нитью 9 лицевых петель. Раз. Далее берем фиолетовую и провязываем 3 петли фиолетовой. Раз, 2, 3. Снова берем белую нить и оставшиеся петли провязываем белой нитью. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первый кромочный мы снимаем и далее провязываем 8 петель белой пряжей. Раз, 2, изнаночными. Далее берем снова фиолетовую нить и вяжем 5 петель изнаночными. Раз, 2, 3, 4, 5. Снова берем белую нить и провязываем все оставшиеся петельки белой нитью. Переходим на лицевую сторону. Первую мы снимаем и белой пряжей вяжем 10 петель лицевыми. И одну петлю фиолетовой пряжей. Переходим опять на белую нить и оставшиеся петли до конца вяжем белой нитью. Переходим на изнаночную сторону. Первую кромочную снимаем и вяжем 9 петель изнаночными белой пряжей. Дальше берем фиолетовую нить и провязываем 3 петли фиолетовой нитью. Можно вот так вот перехлестнуть с белой. Два, 3. Берем белую пряжу и продолжаем вязать изнаночными белой пряжей. Переходим на лицевую сторону. Вот у нас уже постепенно вывязывается елочка. В этом ряду мы провязываем только одну петлю посередине фиолетовой, а все остальные провязываем белой пряжей. Вот я провязала лицевой ряд с одной фиолетовой. Дальше поворачиваем вязание на изнаночную сторону, и в изнаночной стороне также провязываем все петли до фиолетовой белым, одну фиолетовую петлю провязываем фиолетовой и снова оставшись провязываем белой. Я довязала изнаночный ряд. Вот такая елочка у нас вышла. Далее продолжим вязать белой пряжей, лицевыми петельками в лицевых рядах, изнаночными в изнаночных, и нужно связать еще 4 ряда. И фиолетовую ниточку сзади нужно будет обрезать и здесь закрепить в изнаночной стороне. Итак, я провязала еще 4 ряда белой пряжи, дальше ее обрезала и привязала снова фиолетовую. Вверху мы тоже будем вязать резинку 2 на 2, но сначала нам нужно просто провязать ряд лицевых фиолетовой пряжи, чтобы у нас плавно резиночка перешла с белого на фиолетовый. Итак, первый кромочный мы снимаем. Далее, там, где мы прибавляли петлю внизу, да, для симметрии узора, эту петлю нужно снова сократить, провязывая 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Все, и дальше просто вяжем до конца ряда лицевыми. После поворачиваем вязание на изнаночную сторону и с изнаночной стороны начнем вывязывать у нас резинку. Первую кромочную мы снимаем
и провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные. И так чередуя провязываем до конца ряда. Далее переходим на лицевую сторону, продолжаем вязать резинку 2 на 2. Нужно связать еще 5 таких рядов. Итак, я довязала 5 рядов резинки, закончила я лицевым рядом, поворачиваю вязание на изнаночную сторону, и в этой стороне мы будем закрывать уже петли, провязывая 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Далее вот эту петлю переносим на левую спицу и ее провязываем 2 вместе лицевой с другой петлей. И так повторяем. 2 вместе лицевой, переносим петлю и снова 2 вместе лицевой. И так закрываем до конца ряда. В конце обрезаем ниточку и затягиваем ее. Так, вот такой перед жилетки у нас получился. Спинка вяжется практически так же. То есть мы набираем такое же количество петель, вывязываем резинку. Единственное, мы не будем вывязывать орнамент, просто вывязывайте полотно белое и дальше вяжите снова резинку. Единственное, вот здесь вот, где мы вначале прибавляли петлю для симметрии, ее прибавлять не нужно. Итак, вот я связала спинку. Далее нам нужно соединить эти 2 детали. И в изнаночной стороне по бокам сшить, оставляя небольшой промежуток для передних лапок. Я буду вот до сюда, до середины сшивать. И дальше потом оставлять промежуток и сшивать резинку с одной стороны и с другой стороны. То есть вот здесь у меня будет отверстие под передние лапки. Итак, вот я сшила перед и спинку. Вот такие отверстия оставила под лапки. И теперь мы примерим все на нашего кролика.